Привет, друзья! Сегодняшнее видео будет, скорее всего, интересно блогерам или тем, кто занимается съемкой видео. Потому что в ней я хочу с вами поделиться об одной такой хорошей программке, о таком приложении интересном, вот которое сейчас я тоже использую для того, чтобы записать это видео. На самом деле я об этом упоминал вскользь в прошлом видео. И вот как раз сейчас я хочу рассказать поподробнее, что к чему. Ну, во-первых, почувствуйте разницу между вот этой картинкой и вот этой картинкой. Вот, то есть, ну, разница достаточно большая. Вот эта картинка, она гораздо качественнее, чем, скажем, вот эта. И понятно, что это не секрет, почему вот так это все произошло. Понятно, просто я использую нормальную видеокамеру. И в частности, я использую сейчас ее, ну, практически как веб-камеру. Но в чем фишка? И так немного истории. Чтобы мне вам показывать мой девайс во время рассказа, мне придется перейти вот на эту камеру, то есть на вебку, и в основном использовать для записи ее, пока я не подключу обратно свою камеру. Так что извините за не очень хорошую картинку. Сейчас скоро мы это все исправим. Итак, давным-давно, несколько лет назад, ну, немного лет назад, наверное, сколько там, наверное, года 3 назад или около того, я купил как-то вот такой вот девайс. Вот такую вот видеокамеру. То есть, если видно, это у нас плохо видно, да? Это у нас Panasonic HC-X920. Чем девайс этот хорош? Этот девайс хорош тем, что у него 3 матрицы, но качество он не сказать, что особо, ну, большого, да? То есть качество у него достаточно, ну, такое, скажем, получше, чем среднее. Но сейчас уже на многих камерах Panasonic есть такая кнопочка. Вот она. То есть вот эта кнопка, да, это кнопка Wi-Fi. И к этой камере нет дистанционного управления, то есть она не управляется с инфракрасного порта никак. Я использую ее с подошвой, не буду отворачивать, потому что с подошвой она мне очень хорошо устанавливается здесь на полочку, с которой я, собственно говоря, себя снимаю, как на вебку. Итак, значит, здесь есть Wi-Fi. Не знаю, сейчас получится, не получится. Да, тут даже видно, как она кажет, да, но ее можно перевести в режим дистанционного управления. Так, ну мы сейчас отключим, соответственно, включим Playback, да, и переведем в режим дистанционного управления. То есть нажимаем на кнопку Wi-Fi, вот у нас появляется вот такая вот менюшка, ее плохо видно, вот, но надеюсь, что видно. И нажимаем вот пульт дистанционного управления, вот так. Вот, таким вот образом она переходит у нас в режим дистанционного управления. И, в принципе, что это нам дает? Она получается как точка доступа. Вот видите, у нее там SSID сети, пароль и так далее. То есть она это все выдает. Да? То есть можно к ней ее подсоединить к мобильному устройству и поставить соответствующую программу для дистанционного управления. Но вот беда. Нет у меня некуда ставить программу. Нет. Потому что пользовался я вот другим девайсом все время. То есть нет у меня телефона с андроидом. У меня вот был все время вот такой девайс. Ну, девайс интересный. В
принципе, меня устраивал, да, то есть у него и браузер тут, и все прочее, то есть, и он работал до последнего, и я надеюсь, что он еще поработает, хотя, в принципе, уже устарел настолько, что все, шифрование SSL не поддерживает нормальные, сайты не открывает нормальные, поэтому вот менять надо, но у меня паранойя. Паранойя в том смысле, что я не хочу, чтобы, скажем, какая-нибудь корпорация Google там или какие-нибудь там товарищи масоны за мной шпионили. Да, конечно, я мелкая сошка, никому не нужен, да, но мне само по себе не нравится то, что Android это практически монополия сейчас. Да, жду я выпуска а, телефона на Linux нормального. Ну, как был вот Ubuntu Phone, только Ubuntu Phone долго не жил. И, возможно, я приобрету это устройство. Но здесь момент следующий, что под Linux такого дистанционного управления нет. И также нет дистанционного управления для камеры, ну, для десктопа, то есть для того же, там, или хотя бы там для ноута, или для ну, в общем, для обычного компа. Не уверен, может быть, под Windows что-то и есть, но под Linux уж точно нет. И я несколько лет назад, когда вот это вот все понял, что я не смогу его использовать никак как вебку, я не смогу сам управлять им, да, то есть там запускать, останавливать. Ну, конечно, ставишь куда-то это устройство, да, и будут тянуться туда, чтобы запустить, или там, вот, естественно, там пока затянешься, пока поставишь, все там собьешь, да, ну, в общем, хочется какое-то оперативное управление, приблизить, отдалить. В общем, в свое время загорелся тем, чтобы ну, найти такое программное обеспечение. Найти его не удалось. И тогда я решил его написать сам. Тогда, в то время, я просто поискал информацию об этом устройстве, нашел очень много, ходил вокруг да около, ну, в общем, в конце концов, плюнул. А сейчас, вот некоторое время назад, когда, ну, не знаю, после вот больших проектов по Java, да, я что-то подумал, думаю, дай-ка я это реализую на Java. И, ну, собственно, начал проект. Да, значит, ссылку на проект я оставлю в описании, хотите, переходите по подсказке. В принципе, той информации, которая была, мне хватило. И буквально там, не знаю, несколько недель, ну, недели 3, наверное, я урывками занимался с этим проектом, и вот что получилось. Так, у нас есть с вами некоторая программулина. Сейчас мы ее запустим. И называется она PanRC. Вот она сейчас находится прям непосредственно в каталоге, куда среда разработки записывает свои бинарные уже скомпилированные файлы. Вот его запускаем. Вот так она выглядит. Чтобы нам с ней работать, надо ввести IP-адрес камеры и IP-маску камеры. Соответственно, как и где ее взять? Ну, я сразу скажу, что я-то свои знаю IP-адрес и маску. То есть, в принципе, это можно настроить или на самой камере, ну, по крайней мере, да, ее там IP-адрес, там сети, все прочее. Или можно узнать следующим образом. Ну, во-первых, мы сейчас попробуем установить все-таки Wi-Fi, включить камеру. Вернее, сделать режим пульт DU, да, и чтобы у нас установился Wi-Fi. Вот. Так. Сейчас компьютер увидит эту сеть. Он, в принципе, ее уже видит. Я к ней присоединяюсь. То есть вот, не знаю, видно, нет, но, соответственно, у меня
соединение появилось. Далее делаем следующее. Вписываем адрес. Да, откуда мы узнаем адрес? Да, у нас есть с вами Wi-Fi. Да, если мы на Linux, ну, в принципе, то же самое практически можно сделать на Windows, да, то есть, к сожалению, с помощью терминала только, да, то есть мы запускаем команду ifconfig -a в Windows ipconfig, и мы вот видим, вот наша с вами Wi-Fi сеть, да, и мы видим, что она у нас 192.168.0, да, а у компьютера у нас адрес 128. Я вам сразу скажу, что у камеры, ну, по крайней мере, по умолчанию, точно всегда будет не 128, а 1. То есть 192.168.0.1 это адрес моей камеры. Записываем. 192.168.0.1. 255, 255, 255, 0. Да, по поводу маски, да, то есть маска будет в большинстве случаев вот такая. Маску нужно обязательно прописать, потому что иначе не будет работать предпросмотр. И пробуем соединиться с камерой. Соединяемся с камерой. Так, вот, у нас появилась картинка, ну, моего рабочего беспорядка на столе. Вот, то, что вот камера, картинка вот двигается. Да, она двигается, может быть, не столь плавно, но просто это происходит все из-за того, что все-таки идет обмен по сети, по UDP. Вот, но главное, что мы можем взять и теперь вот это вот закрыть. Экранчик, да, то есть повернуть вот на меня и, пожалуйста, то есть я вот себя вижу в окне предпросмотра. Хорошо чем, что я могу себя видеть и в таком маленьком окошке, я могу, ну, оно не маленькое на самом деле, оно больше, чем окошко у камеры, вот, и я могу, например, его развернуть во весь экран. Вот, и я буду себя видеть вот так. Вот, то есть, да, может быть, не очень качественное превью, но что дает камера, то я и вывожу по большому счету, просто растягиваю. Вот такую программу я сделал, то есть она сейчас уже есть, готова, да, то есть вы можете ей пользоваться, если вам это нужно и интересно. Это очень удобно. Почему? Ну, вот обратите внимание, сейчас я эту камеру ставлю на то место, откуда я себя снимаю. И ну вот сейчас я поставлю. Тут достаточно в таком она месте находится. Вот так, допустим, да? Вот я поставил, отрегулировал. Мне не нужно никаких штативов, ничего. То есть я просто ее вот поставил, у меня здесь просто такая на столе полочка небольшая стоит, и я вот приспособил сюда камеру. Да, вот я, пожалуйста, себя могу снимать, да, но как мне отрегулировать изображение? Ну, понятное дело, то, что я могу взять и, ну, приблизить, да, но до камеры не дотянуться, и тем более, да, то, что там ты чуть-чуть ее тронешь, да, соответственно, изображение съедет. Ну, соответственно, у нас есть в этой утилите кнопочки, с помощью которых мы можем это осуществить. Например, кнопка приближения большая или маленькая отличается тем, что наезд идет либо достаточно быстро, либо достаточно медленно. Вот. Ну, давайте попробуем меня приблизить. Вот я нажимаю, видите, наезд пошел. Вот, наезд пошел, наезд очень получился слишком большой. Отдаляем, на минус нажимаем. Все работает, все хорошо. Также дистанционное управление показывает нам, ну, такой индикатор небольшой вот здесь вот, да, то есть здесь то, что картинка есть, картинка нет, предпросмотр.
состоянии камеры, то есть если камера отрубится, например, да, то, соответственно, сразу камера почернеет. Ну, не сразу там, а в течение 3 секунд. Ну, время, через какое опрашивает программа камеру. И батарейка. Батарейка, к сожалению, я что-то не знаю, поленился сделать несколько цветов, поэтому у нее только зеленый, это что там все хорошо, да, и черный, что все плохо. Но, наверное, сделаю еще красный, посмотрим. А, Когда мы наводим мышкой, у нас выходит hint, да, то есть или там подсказка, да, tooltip там или как там. А, И мы видим, как у нас заряжена камера. Видите, 5 из 5. Значит, вот появляется такая подсказочка. Соответственно, если будет меньше, да, то у нас первое число будет меньше, да, то есть мы будем смотреть вот насколько, то есть если у камеры, скажем, камера не такая, то есть не эта камера, да, а другая, там может быть градация больше, там 10 из 10, да, то есть мы будем видеть уровни все вот эти вот заряда батарейки. Так, что? Ну, вот таким образом можем отключить предпросмотр для того, чтобы камеру разгрузить, потому что, ну, греется она, например, вот эта вот камера сильно, вот, когда идет такой поток данных, то есть выпускает. Ну, и просто, чтобы не было никаких там глюков, скажем, ну, не нужно просматривать, отключаем. Вот, соответственно, вот так включаем обратно. Дальше. Ну, конечно, кнопка записи. Вот. И вот мы сейчас включим, да, и посмотрим, что будет. Вот. Вот смотрите. Вот пошла запись вполне. То есть у нас загорелся на камере красный огонек. И здесь на камере я не покажу, я установил ее уже. Вот. Ну, загорелся на индикаторе. Ну, соответственно, вот эта вот картинка. Пожалуйста. Вот. То есть... Hello. В общем, все работает. Я думаю, что эта штука будет интересна. То есть, фактически, эта камера, она может заменить вебку. Да, конечно, это поток идет не прямой, не напрямую, и не сразу попадает, да, то есть это все равно приходится записывать на флешку, с флешки скачивать, но по сути дела мы так и делаем, то есть записываем сначала на тот же винчестер, да, то есть на компьютер, а потом уже монтируем что-то, поэтому, в общем-то, я считаю, вполне тема очень удобная, и более того, я вам скажу, что вот, пожалуйста, сейчас снимаю с двух, вот, пожалуйста, с вебки, да, вот камера. И смысл весь в том, что у меня компьютер, он сейчас не обслуживает вторую камеру, да, то есть это идет параллель, да, то есть он не тормозит ничего, то есть я тут делал много экспериментов, и предыдущие видео там видно, когда идет подтормаживание. Ну, в общем, я думаю, что эта программа, она в первую очередь, конечно, поможет видеоблогерам. А потом можно, собственно, все что угодно делать. Можно поставить эту камеру куда-нибудь на балкон, скажем, да, то есть оттуда там смотреть, приближать, удалять. Но, к сожалению, штатива нет, который моторизированного, который поворачивается. Ну, вот пусть пока что там приближение, удаление работает. Это нормально. И, собственно говоря, вот в чем фишка. То есть теперь я, ну, не хочу сказать, что я совсем отказываюсь от веб-камеры, потому что, видите, удобно, когда тебя там с двух ракурсов снимает. Но просто картинка здесь, она гораздо лучше. И тут ее можно подстроить. Ну, все-таки камера Panasonic есть камера Panasonic. То есть и баланс белого, и резкость, и все, то есть работает, ну, конечно, естественно, отлично. То есть она и лицо там ищет, и все прочее. Так что рекомендую я эту программулину. И, ну, сейчас еще очень быстренько пробегусь, для того, чтобы было понятно, что как работает. Значит, вот смотрите. Ну, индикатор уже я рассказывал.
Да, нажимаем на запись, да, у нас кнопка теперь ожидает, когда мы остановим запись эту. Ну, сейчас мы попробуем ее остановить. Вот, раз, два, три. Вот, остановили, да, запись, опа, остановилась. Давайте запустим, чтобы уже наглядно все это посмотреть. Итак, включение, отключение, первая кнопка просмотра, предпросмотра. Запись, стоп, следующая кнопка. Дальше большая лупа, приближение, также удаление и маленькие кнопочки с маленькими лупами, да, то есть это медленное. Приближение, удаление, наезд, откат. Далее, зачем вот эта кнопка? И зачем кнопка вот эта? Я подумал о том, что, во-первых, такое поведение кнопок, как вот такое вот, да, то есть вот так. То есть нажимаем, отжимаем, он останавливает как бы наезд или там отъезд, да, то есть нажимаем, отпускаем, да. Все это, конечно, хорошо, и все это отлично, но, может быть, было бы удобно нажать, кликнуть, да, подождать, пока что-то там приблизится, да, то есть пока она там наедет, да, и потом нажать на кнопку стоп. Давайте посмотрим, как это делается. Вот здесь кнопочка, которая отключает автоматическую остановку приближения и удаления. Там даже подсказочка такая есть. То есть мы ее нажимаем, она у нас получается просто вот такая. Естественно, второй раз мы на нее, если нажмем, да, вот даже есть, тоже включить автоматическую остановку приближения и удаления. И посмотрим, как это работает. Нажимаем на приближение, давайте медленное, а то слишком быстро. Вот она приближает, приближает, нам хватит, мы стоп нажали. Вот так. То же самое на удаление. Там, давайте быстро включим, вот удаляет, и мы нажали стоп. Вот, пожалуйста. То есть хотите так, хотите так. Поэтому, в принципе, вот этот минимальный функционал, который я хотел, собственно, реализовать, я его реализовал. И теперь вот вы можете этим воспользоваться тоже. То есть, если вам интересно, если у вас камера Panasonic, и если у вас есть кнопочка Wi-Fi, то вы можете скачать это приложение. Все это будет там вот внизу, да, то есть там внизу или вон там вверху. Вот, подсказка, да, возможно. Возможно. Подсказка, потому что YouTube может и не дать на другой сайт поставить. Собственно говоря, заходите на этот сайт, это SourceForge обычный, и скачивайте, и пробуйте, и пишите свои комментарии, там, пишите отзывы, как у вас идет, не идет, получилось, не получилось. Вот как вы видите, с моей камерой работает все отлично. Вот я даже не знаю, куда смотреть, туда или туда. И так что, вот, собственно говоря, чем я хотел с вами сегодня поделиться. И, на этом мы будем заканчивать этот видеоролик. Подписывайтесь, кто не подписался, чтобы не пропустить следующие видео, и в том числе апдейт этого приложения. Ставьте лайки, если понравилось, делитесь этим видеороликом, и если знаете, кому нужно, собственно, такое приложение, советуйте, пожалуйста, да. Ну и всем пока, до новых встреч!